Уже которую неделю в России очень интенсивно горят нефтеперерабатывающие заводы. Началось даже что-то похожее на топливный кризис. В некоторых регионах наблюдаются очереди на заправках или ограничения на отпуск бензина. Но главный эффект от этих ударов не экономический, а политический. Он намного важнее, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому сегодня подробно об этом поговорим. Только перед тем, как начнем, если у вас тормозит YouTube, в описании собраны способы, как его ускорить. Они же помогают обходить блокировки звонков на Телеграме и WhatsApp. Среди них есть и платный Shiva VPN. Он зарегистрирован в Панаме, а значит юридически свободен от обязательств хранить данные пользователей. Тему с топливным кризисом в России мы опасались поднимать до поры до времени, потому что очень сложно без специальной экспертизы понять, что там вообще происходит. Мы видим, как украинская сторона бьет по российской инфраструктуре хранения и переработки нефти. Удары эти выглядят впечатляюще, но имея представление о перегонке нефти примерно на уровне общих школьных знаний о ректификации, связать картинку с реальным уроном очень непросто. Что там взорвалось? Какая-то сложная перегонная приблуда, которую надо теперь втихаря заказывать где-то в Штатах, а потом долгие месяцы везти через казахские степи в обход санкций. Или просто бочка с конденсатом, которая тут же за углом продается и устанавливается без остановки производства. Поди разберись. Когда у нас нет экспертизы в вопросе, мы так часто и говорим. Нет у нас специалистов по топливно-энергетическому комплексу. Поэтому пришлось дождаться, пока накопится критическая масса свидетельств с мест и комментариев настоящих экспертов, чтобы на эту тему порассуждать. Так вот, судя по всему, масштаб украинских атак на НПЗ действительно серьезный. По оценкам экспертов, от 30 до 40% мощности российской нефтепереработки выведены из строя. Урон нефтепереработки уже повлиял на потребительский рынок. В самых разных регионах страны множество заправок закрылось из-за отсутствия топлива. Где-то, как на юге России, это 14%, а где-то, как в аннексированном Крыму, аж до половины. На оставшихся стоят очереди. В Крыму вообще официально введен лимит продажи автомобильного топлива не больше 20 литров в один бак. На оккупированных территориях востока Украины топлива, судя по всему, почти нет. Цены на бензин в России с начала июля выросли в среднем на 8%. Несмотря на все усилия государства по контролю за соблюдением ценового потолка, 92-й бензин подорожал с 57 до почти 61 рубля. Примерно в тех же диапазонах выросло и дизельное топливо. Если мы посмотрим на график стоимости топлива за год, то увидим, начиная с июля, кривая заметно отклоняется от равномерного роста вверх. В самом по себе росте цен на топливо во второй половине лета нет ничего необычного. Это ежегодное явление, которое связано с началом уборочной кампании. Если смотреть только на ценовой график, то перед нами типичная сезонность топливного рынка. Никакого топливного кризиса не просматривается. Но в случае России кривая цен не очень надежный показатель. В России рынок горючего находится под довольно жестким государственным контролем. Он не может свободно реагировать на изменения условий, как это происходит, например, в Соединенных Штатах, где колебания рынка моментально отражаются на табло автозаправок, и цены могут меняться на десятки процентов в обе стороны. Маркером кризиса на регулярных рынках является не рост цен, а дефицит. И, судя по свидетельствам с мест, дефицит точно имеется. Заправки, особенно независимые, не имея возможности поднять цены в ответ на удорожание поставок или их сокращение, вынуждены приостанавливать работу. С какой точки зрения нам это важно? С той, что разрушение перерабатывающих мощностей – это, пожалуй, первое последствие путинской войны, влияющее на экономику напрямую. Но это далеко не единственное. Поговорим об этом всем после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Иммиграция в США – тема, в которой запросто можно потеряться. Формы, сроки, переводы, разные мнения от знакомых знакомых – все это чаще мешает, чем помогает. Поэтому, если вы хотите оформить грин-карту, постоянный вид на жительство в США, лучше обратиться к специалистам. Ведь программ много, как и нюансов. Например, конкретно на иммиграционных программах для талантливых людей EB-1 и EB-2 NIW специализируется команда компании M&M Document. Они помогут вам получить грин-карту с правом жить и работать в США безо всяких визовых ограничений и с возможностью получить гражданство через 5 лет. Весь процесс от оценки шансов и выстраивания стратегии до подачи петиции и получения грин-карты команда M&M берет на себя.
Их офис находится в Нью-Йорке, а специалисты хорошо понимают, как проходит процесс одобрения даже в случае сложных кейсов. При этом для одобрения виз EB-1 и EB-2 NIW вам не нужен работодатель и не требуются громкие регалии вроде Оскара или Нобелевской премии. Эти программы созданы для профессионалов с реальными достижениями в своей сфере, для айтишников, ученых, врачей, руководителей и спортсменов. И, кстати, список подходящих специальностей и критериев гораздо шире, чем многие думают. Узнайте, подходит ли ваш случай под эти программы. Оставьте заявку по ссылке в описании. С вами свяжутся, объяснят, как устроен процесс подачи на такие визы, расскажут, с чего можно начать. Вы сможете записаться на консультацию с экспертами, получить четкий план действий и практические рекомендации. А при необходимости и полное сопровождение кейса от начала до получения грин-карты. А по промокоду CATS у MNM сейчас действует скидка в 25% на подготовку кейса по программам EB1 и EB2 NIW. Скидка действует только до 1 ноября, так что успейте воспользоваться. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу. Она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжаем. Мы говорили, что разрушение перерабатывающих мощностей – это, пожалуй, первое последствие путинской войны, влияющее на экономику напрямую. Но косвенных последствий очень много тоже. Российское начальство явно не от хорошей жизни создает для торговли нефтью теневой флот. Люди с рынка труда вымываются не в каком-то абстрактном направлении, а в окопы и гробы. Бюджетный кризис не просто так образовался, а по причине невероятных военных расходов. Тут можно многое через запятую перечислить, но ничто из этого не следует напрямую из военной активности противника. Если уж говорить о тех последствиях, которые затрагивают всех граждан, то последствия эти, как правило, являются результатом усилий самого российского правительства и государства, а не тех, кто с ним воюет или кто накладывает санкции. Отключение интернета, навигации, белые списки, повальная потребность в установке VPN – это, конечно, последствия войны. Но это тот случай, когда никакой противник вам не нанесет столько урона, сколько родное правительство. В случае же с НПЗ прилеты по нефтеперерабатывающей инфраструктуре прямо отражаются на доступности топлива на заправках. Однако есть эффект куда хуже, куда проблемней. Такого рода прилеты продолжаются уже очень долго. Прямые последствия для рынка не со вчерашнего дня начались, но ни у кого нет идей, что с этим делать. Путин тут выглядит ни на что не способным терпилой, и это влияет на восприятие войны. От всего этого мероприятия, которое еще недавно выглядело довольно успешным, начинает пахнуть провалом. Если мы возьмем все минувшие 43 месяца войны и сравним новостной поток с картой линии фронта, то обнаружим, почти всегда это два разных мира. Один никак не описывает другой. Оценки происходящего на этой войне в большей степени строятся не на том, что реально происходит, а на ощущениях, на том, что витает в воздухе и как все это выглядит со стороны. На самом деле так было с самого начала. 22 марта 2022 года в Блумберге вышла статья историка Нила Фергюсона, где тот уверенно предрекал: война продлится около 10 недель. Задним числом очевидно. К середине марта, к тому моменту, когда Фергюсон сдавал статью редактору Блумберга, планы Путина уже были сорваны. Блицкрига не случилось, политическая система Украины выстояла, а до первого масштабного отступления российской армии из-под Киева оставалось 2 недели. Уже тогда был заложен фундамент войны, которая может длиться годами, войны на истощение. Уже тогда было заведомо невозможно пересобрать рухнувший план вторжения и российскую армию, которая оказалась не готова к полномасштабным боевым действиям и к настоящему сопротивлению противника. Но по инерции все еще сохранялось ощущение, что Путин непобедим. Ощущение это строилось, в общем-то, ни на чем, просто на арифметике. Сколько у российской армии танков, самолетов и ракет? Сколько миллиардов вбухано в военно-промышленный комплекс за 20 лет? А еще на том, что путинская Россия воспринималась как прямой наследник Советского Союза, который был одним из полюсов холодной войны и, как следствие, непобедимым игроком в масштабе локальных конфликтов. Уверенность в способности Путина выиграть войну безраздельно властвовала в публичном дискурсе вплоть до осени 22 года, когда рухнул фронт в Харьковской области и когда пришлось отступать из Херсона и объявлять мобилизацию. Еще и Пригожин начал медийную кампанию и стал суперзвездой. Крыл, на чем свет стоит военное начальство, требовал боеприпасы, а в июне 23-го и вовсе мятеж устроил.
И хотя после Харьковской операции Украина больше масштабно не наступала, ощущение, что у Путина война в руках расползается, сохранялось вплоть до начала 2024 года. При том, что в реальности на фронте целый год ничего особенно не менялось. Но примерно тогда маятник качнулся в другую сторону. Фронт по-прежнему не давал поводов для оптимизма ни одной из сторон, но в воздухе повисло ощущение, что Путин все-таки Украину передавит. Что он справился с шоком от первых неудач, достал людей и оружие, что его экономика оказалась непобедимой, что воевать он может десятилетиями и рано или поздно выиграет. Вся политика ехала на этом ощущении, им руководствовалась в том числе и американская администрация. Сейчас же явно происходит новая, уже 4-я смена эпох. Путин, очевидно, провалил свое весенне-летнее наступление и не может похвастаться выдающимися результатами. И теперь даже Дональд Трамп принялся рассуждать о границах 91 года для Украины и о том, что Путин на самом деле пустышка, бумажный тигр. Именно в этом смысле удары по российским НПЗ гораздо более болезненны, чем в смысле экономическом. С точки зрения экономики, это не самая большая сейчас проблема. Ее пока еще можно залить деньгами, дойти хоть до импорта топлива, насколько бы комично это ни звучало для нефтедобывающей страны. Но если вашу нефтяную инфраструктуру систематически атакуют и разрушают, а ваш ответ на это – игры с ценовыми потолками, закупка топлива в Беларуси и введение лимита продаж и запрет экспорта, вы выглядите проигравшим. Ваш противник, вообще говоря, разносит в щепки кровеносную систему вашей страны и вашей экономики. А вы выбираете вариант просто смириться и жить с этим. Сильные так себя не ведут. Те, кто хочет выглядеть угрозой, мировым злодеем или хотя бы просто успешным диктатором, так себя не ведут. Сильные не приспосабливаются к проблеме, не сдают задом. Сильные проблему решают. Это как байка про диалог между Молотовым и Риббентропом в Берлине. В 1940 году во время британского авианалета Риббентроп сказал Молотову: «Британия уже фактически повержена». А Молотов спросил: «А почему же мы тогда сидим в бомбоубежище?» И вопрос этот напрашивается. Ведь если ты не в состоянии защитить собственную столицу, то не так уж и важно, кого ты там захватил. Ты выглядишь слабым. Твои аргументы о скорой победе звучат смехотворно. То же и с Путиным. У тебя НПЗ горят чуть ли не каждый день. Видосы этих прилетов массово расходятся по сети. Все это видят. Это вообще уже не новость. За свое чудовищно многословное выступление на Валдае ты ни слова не говоришь об этой проблеме. Тебя бьют по мордасам, а ты делаешь вид, что ничего не происходит. Прилеты по НПЗ активно обсуждают в Z-телеграме, но не в пропагандистских СМИ. Эта тема там отсутствует начисто. И неудивительно. Когда весной 22 года 2 украинских вертолета расфигачили нефтебазу в Белгороде, можно было припадочно вопить, что, мол, вы сейчас центр принятия решений противников в пыль превратите. Но когда продолжительность российско-украинской войны стремительно приближается к срокам Великой Отечественной, вы с такими разговорами выглядите не грозными завоевателями, а просто бессильными балаболами. Наблюдая уже некоторое время за тем же Трампом, мы вполне можем реконструировать логику, исходя из которой он одобрительно кивнул на дальнобойные удары Украины по России. Скорее всего, ему просто показали видосы, где по небу безнаказанно шуршит дрон, а потом фигакс, мощный взрыв и зарево на горизонте. Если представить себя на месте Трампа с его специфическим мировоззрением, то возникает впечатление: у украинцев классно получается. Получается great, даже awesome и бадабум. А Путин ничего с этим поделать не может. Кто же он тогда, если не бумажный тигр? Почему же тогда не инвестировать в Украину, которая так красиво умеет делать безнаказанный быдымс? Беспомощность власти влияет на настроение не только снаружи, но и внутри. Для любой власти плохо демонстрировать свою дисфункцию, но для авторитарной системы, основа которой образ эффективного источника насилия, контроль всего и всех, для такой системы демонстрация бессилия – это вообще вилы. Почему во время Пригожинского мятежа Путин выглядел так скверно? Лично ему ведь ничего не угрожало. Даже если Пригожин взял Москву, можно было бы залезть в бункер где-нибудь в Сочи, а лучше в Сибири, окружить себя 3 дивизиями ФСО и бронетехникой и замучившись выкорчевывать. Но мятеж демонстрирует утрату контроля. Шайка уголовников ходит по стране, берет штаб военного округа, пленяет 2 генералов, проходит за полдня по России большее расстояние, чем вермахт за полгода, и никто с этим ничего не может поделать. Вот эта вот растерянность власти, у которой понтов и угроз целый мешок, а коснись чего, реши
кто-то проверить эти понты на прочность, и власть путается в собственных ногах, блеет что-то невнятное и уговаривает зэков на танках вести себя прилично, эта самая растерянность равносильна утрате власти. Особенно если какой-нибудь Пригожин пойдет до конца. Сейчас мы наблюдаем тот же эффект. Что говорит Путин в ответ на идею Трампа о поставках томагавков в Украину? Это, говорит, приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях. Вот так вот он сказал, цитата. Что переводится на бытовой русский как «мы сильно обидимся». Тот ли это Путин, который еще недавно чертил красные линии, угрожал разрушительными последствиями любому, кто встанет на сторону Украины, а самой Украине – фатальным уничтожением за удары вглубь российской территории? Не похоже. Сейчас Путин наглухо игнорирует горящие нефтебазы и дефицит бензина на заправках. А Трампу угрожает, в общем-то, тем, что перестанет с ним созваниваться. Ведь никаких других отношений, даже тех несчастных авиаперелетов, о которых уж точно должны были договориться, между Россией и США нет. Выходит, вы развязали войну, не имея никаких идей, что делать с ее последствиями. Весь план состоял в том, что Украина слишком слабая и не сможет дотянуться до вашей инфраструктуры, а Запад – сплошные потомственные бюрократы, которые пугаются собственной тени и дуют на воду. Все было построено на ваших собственных стереотипах и на предсказании поведения посторонних людей. Не было никакого плана не только на тот случай, если Украина навострится стрелять вглубь России. Плана не было даже на случай, если вдруг американские избиратели накидают голосов за кого-нибудь, кто хрен клал, на все правила, приличия, политез, кому не жмет, поучаствовать в какой-нибудь движухе со взрывами и выдать ее за собственную победу. Сейчас дроны прилетают по российским нефтебазам, и каков ответ? Ну, ужмемся, купим нефтепродукты у Беларуси, вместо налогов с экспортной выручки напечатаем еще облигации, налоги повысим, малый бизнес НДС платить заставим, новые штрафы придумаем, покупателей подержанных корейских автомобилей раскулачим. Завтра, через неделю или месяц, или может через полгода, украинские водоплавающие дроны начнут топить теневые танкеры. И что? Еще возьмут денег у банков под 15% и тем закроют дыру в бюджете? Мы без малейшего понятия, даст или не даст Америка Украине томагавки или еще что-то тяжелое и дальнобойное. Но что если даст? Каков план на этот случай? Видимо, Трамп уже понял, никакой ядерной войны и вообще никаких последствий ему за это не будет. Да и все, надо думать, это понимают тоже. Нам сложно оценивать масштаб экономического ущерба, не имея нужной экспертизы в топливной энергетике. Но политический ущерб совершенно точно наличествует. Из-за таких событий, из-за горящих нефтебаз и полного отсутствия идей, что с этим делать, с Путина осыпается весь его победный образ. Терпило не может быть победителем. Из-за таких событий всю свою валдайскую речь приходится строить, по сути дела, на оправданиях. Мол, не смотрите, что мы продолбали чуть ли не половину нефтепереработки. Полюбуйтесь лучше на руины райцентра, которые мы после 1,5 лет боев все-таки захватили. У российской власти сейчас довольно странная конфигурация. Примерно все люди в ней делают то, что никогда бы не делали, принимая не решения сами. Но абсолютно все в ней полностью исключены из процесса принятия решений. Их принимает один человек – президент. Как происходит так, что все его слушаются? Всех ведь не пересажаешь, репрессии по-прежнему не массовые, миллионных гулагов в стране не появилось. Путин контролирует элиты, а вместе с ними и всех людей, приводящих его решения в жизнь, двумя основными инструментами – деньгами и впечатлениями. С деньгами все понятно. Он может обеспечивать людям от рядового полицейского или военного до самых главных олигархов настоящие деньги, которые можно обменять на реальные автомобили, квартиры, отпуска и так далее. Ну или яхты или дворцы, это уж кому как чего по чину. Деньги важный инструмент, как и страх. От пусть не таких массовых, но довольно свирепых и непредсказуемых репрессий. Но не менее важны впечатления. Люди должны быть уверены, что перед ними непреодолимая сила, которую никак нельзя вообще победить или сдвинуть. Что перед ними просто гора, ураган, стихийное бедствие. Можно только научиться с ним жить, и все. Даже думать бесполезно о том, что жить без него-то может быть и лучше. Может быть, вся проблема именно в этой горе и заключается, которая еще и не гора вовсе, а бумажный тигр. Впечатление абсолютности и непоколебимости власти, полного ее контроля над всем происходящим, то, на чем держится вся система. Для элит Путин даже не совсем человеком выглядеть должен, а начальником с большой буквы, полубогом,
по велению которого происходит все, что угодно, который может принять абсолютно любое решение относительно чего угодно, уж точно в пределах Российской Федерации. Горящие НПЗ в России, с которыми ничего нельзя поделать, так же, как и никак не берущиеся украинские поселки, которые взять начальнику очень хочется, сильно бьют по этому очень важному аспекту устойчивости путинской системы. Впечатления какие-то совсем не те создаются. В сочетании с тем, что начинает еще и виднеться дно в казавшейся бесконечной денежной казне, все это начинает создавать реальные предпосылки для того, чтобы Путину воевать стало не так весело, как раньше. И вот это настоящие шаги к возможному прекращению войны, у которой по-прежнему есть один единственный интересант. До завтра.